Всем привет, с вами Кацунеку. В одном из видео фигурировал вот такой вот картридж, но мы его так и не посмотрели. То есть я его раскрыл, показал, что внутри в коробке имеется, раскрутил корпус картриджа, посмотрели моноплату, но мы его так и не включили, не проверили, так сказать. Сейчас я хочу все это дело исправить, мы сейчас откроем и проверим на этой замечательной приставки Nintendo Super Famicom. Кстати, кто не в курсе, я использую самодельный RGB кабель от польского чувака с eBay, которого я заказывал. Кстати, хочу вам показать небольшой прикол. Я все это дело храню вот так, как вы сейчас видите. Почему? Потому что вот эта вот коробочка пластиковая, она воняет очень сильно плесенью. Что я только не делал, я использовал все чистящие средства, которые у меня были дома, даже средства для чистки унитаза. Ну, запах никуда не делся, я морозил. У нас в городе была высокая температура, точнее очень низкая, под 40. Я его морозил, думал, бактерии какие-то вымерзнут, но нифига, он до сих пор воняет, я не знаю, что делать с ним. У кого есть идеи, подсказывайте. После того, как я снял видео, я положил все это дело назад в упаковку. Вот в эту. И как-то раз я захотел где-то через неделю поиграть в эту замечательную игрушку. Открыл коробочку, достал все это дело и ужаснулся. Вся макулатура вот эта очень сильно воняла плесенью из-за вот этой вот пластиковой коробки. Ну чё, приступим. Втыкаем и включаем. Ага, вы слышали звук. Сейчас я перейду на телевизор. Nintendo Present. Почему-то на моем телевизоре не настраивается такая штука, как запоминалка соотношения сторон. Вот я выбрал 4:3. Не люблю, когда это все дело растягивается и получается, ну, неестественно растянутое изображение. Такая вот штука с японскими иероглифами. И текст. Как вы видите, я тут немного поиграл, у меня сохранение имеется. Кстати, да, когда я первый раз его запустил, он у меня не... В смысле, когда я воткнул первый раз его в консоль, он у меня не включился. Я испугался, думал, япошки мне подсунули неработающий картридж. Кстати, почему воняет коробочка-то? Я так полагаю, когда я заказывал этот картридж, в Японии как раз там бушевал этот ураган. Это я где-то осенью 2018 года заказывал, то есть в конце. Вот, и походу у них склады все понамокли, и все заплесневело. Кстати, посылка, да, пахла сыростью, я, по-моему, об этом видео говорил. Erase. Сотрем данные. Выбираем это. Шик-шик. Музыка классная. Кстати, записывал на широкоформатную камеру в 30 FPS. Ну да, ладно. Типа остров Йоши. Что-то там балдеют они.
Короче, эти два маленьких Марио упали, и Хай снес и уронил на острове. И динозаврик такой говорит: я типа тебя отнесу к брату, не ссы, пацан. Можем кушать человечков. И после того, как мы их съели, можем делать из них яйца. Графика прикольная такая, как бы нарисованная. Ну, эти нам человечки, квадратики, что-то рассказывают о том, что если зажать кнопку, мы можем делать так, как вы видите на моем экране. Яйцами можно стрелять. Еще, кстати, существует менюшка, где показано, сколько мы собрали звезд. Сколько нам нужно собрать звезд. Монетки красные, 20 штук. И цветы. Можем стрельнуть яйцом в них. Итак, это был типа ликбез, вступление, туториал, можно так сказать. Сейчас начинается типа сам игровой процесс. Игрушка прикольная. Это я так для коллекции взял, конечно, на японском тут особо непонятно. Сюжет, все дела, но у меня же есть флеш-картридж. Кстати, в скором будущем ожидайте. Вот я, кстати, первую звезду этого солнышка взял. То есть цветок Flowers. Цветы 1 из 5, как вы видите. Эй, блин, надо было отмену нажать. Ну да ладно. Вот видео по флеш-картриджу я потихоньку пилю, так как оно у меня получается сильно большое и информативное. Видите, красные монетки появлялись. И звезды. Вот эти звезды нужно собирать. 15 звезд, красных монеток 6 набрали, 2 цветка. И видео по Famicom контроллеру также будет. Не переживайте. О, у меня яйца кончились. Ну-ка, дай-ка. Ну-ка, спустится. Кстати, есть у меня мысля пройти, сделать прохождение по этой игре. К сожалению, карты видеозахвата у меня нету. Тут, кстати, кубик. Поэтому я, скорее всего, буду делать прохождение на эмуляторе. Ну, соответственно, английская версия. А так я играл. Да, тут приколы с яйцами есть. Если оно несколько раз отобьется, то она поменяет цвет. То есть от стенки. И если убьет врага, то дает определенные штуки. Либо звезды, либо красные монетки. Дальше в игре об этом будет говориться. Какого цвета яйцо, что оно может выбить с врага. Есть даже специальные места, где... Есть специальные места, где можно подбить нужного цвета себе яйца. Вот звездочки недостающие. Тут их на уровне немного больше, чем нужно. Ну, больше на штук 5, наверное. Вот видите, у меня сейчас 23 звезды, а нужно 30.
Но если меня заденут, сейчас я вам покажу. Ну, давай, запрыгивай. А, вверх надо было нажать. Вот у нас цветок. Вот видите, если меня задели, у меня вот это количество звезд начинает отниматься. То есть стало 17. И как бы 17 секунд. Эти 15. И надо быстренько Марио этого мелкого схватить. Но при этом я теряю звезды. Давайте пройдем этот уровень. Посмотрим, что тут дальше. Эй, эй. Бабах. Как видите, нам яйца нужны для дальнейшего прохождения. Иначе мы тут бы просто не прошли. Ой, он меня съел. Выпусти меня. Ой, Марио. Сейчас мы всех задавим. Бах-бах-бах. А, надо было прыгнуть. Здесь типа рулетка такая. Видите, две, цветы не полностью взял, поэтому мне ничего не выпало. Иногда там жизнь выпадает. Прикольная игрушка. Мне очень понравилась. Как видите, динозаврик поменялся, другим цветом стал. То есть на каждом уровне свой динозавр, то есть его как бы провожает. Кстати, да, вот он врага в рот взял, нифига тут бомбы летают. Он может стрельнуть им. Хрена они тут. Бам. А вот этот вопросик никак, только яйцом. Звезды. Это чекпоинт. А, и звезды нам дали. Здесь нужно ломать, иначе не пройдем. То есть игровая механика тоже прикольно. В те времена вообще прям офигенная. После Дэнди-то такое лицезреть. Ну, а на этом я закончу. С вами был Кайт Сонеко. Всем пока. Еще услышимся.